Всем привет! Вы на канале Дело мастера Боится. Сегодня мы будем ремонтировать крышу, а именно фронтальный фартук. Крыша выполнена из черепицы древней. Сделан на ней фронтальный фартук из дерева, и он уже весь разлопался. Мы соорудили такую лестницу, потому что у нас цельно не было. Поставили укосы, чтобы нам влево-вправо не пошевелилось. Основная проблема в том, что здесь рядом провода не изолированная. Если лестница, допустим, идет, то может коснуться их и будет короткое замыкание. Старая планка вся сгнила, верхняя уже отпала, есть небольшой зазор. Сейчас мы будем демонтировать старую планку и приступим к монтажу новой. Очень часто под крышей есть осиные гнезда. И вот одно из них. Будем его уничтожать с помощью обычного рейда. Таким образом осталась обрешетка, нижняя планка фартука. После этого необходимо деревянные части обработать олифой. Теперь возьмем профиль из оцинкованного металла толщиной 0,5 мм. Он имеет такой срез и длину по 2 мм. Загиб на черепицу идет размером 2 см. Начнем монтаж с конька крыши и будем опускаться вниз. Мы провода накрыли специальным материалом, диэлектриком, чтобы не зацепить его при работе. Сейчас подгоняем черепицу по срезу крыши. Теперь необходимо сформировать конек. Для этого вырезаем правое ребро этого профиля на ширину, высоту этого профиля. Здесь у нас строго 13 сантиметров. Значит, необходимо отрезать 13 сантиметров. Теперь необходимо вырезать этот кусок. Для резки оцинкованного металла необходимо использовать ножницы, но не болгарку, потому что болгарка нагревает и сжигает цинковый слой. Теперь отрезаем это же расстояние на другом профиле. Теперь здесь делаем зарезы по 9 сантиметров, для того, чтобы был нахлест на второй профиль. Теперь осталось два последних куска нарастить до отливов. Для этого мы будем резать на две части с помощью ножниц по металлу. Вот такой получился самый боковой лист. И теперь можно приступить к работе на другой стороне. Вот работа закончена, и получился такой фронтальный фартук. Покрытие оцинковано неповрежденное. Саморезы оцинкованные, поэтому ржаветь не будут. Нижний срез сделан по уровню, строго горизонтально. Верхняя поверхность плотно прилегает к черепице, что не позволит попадать влаге и снегу под черепицу. Осталось только покрасить деревянную фасадную часть крыши, и работа будет закончена. Вы были на канале Дело мастера Боится, смотрели видео о том, как сделать фасадный фартук на крыше. Эта часть еще называется у нас ветрогон. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.